Ваша кожа подходит к Баху. Это Гендель. Это уж слишком. Именно то, что читатель требует. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Великолепный 1973 года «Ле Магнифик» — французская кинокомедия режиссера Филиппа де Брока с участием итальянских кинематографистов, пародия на западные шпионские боевики о суперагентах, в первую очередь на фильмы о Джеймсе Бонде с Жан-Полем Бельмондо в главной роли. Пародия «Ле Магнифик» дает Бельмондо возможность блеснуть талантов в двух противоположных по характеру ролях. Скромный тихий писатель Франсуа и отважный ловкий авантюристичный шпион Боб – плод фантазии этого писателя. Под пером Франсуа преображаются его знакомые. Так соседка Кристина, Жаклин Биссет, печатающая роман Франсуа, становится подругой шпиона, такой же очаровательной и храброй, а издатель Шарон – подлым шефом конкурирующей службы. Конечно, и здесь Бельмондо наиболее интересен в эпизодах, где есть стрельба, поединки, погони. Карпштоф! Спокойно, не вертись, детка. Салют, папа. Невозможно работать. Что тебе? Ведь четверг сегодня. Кино великолепно — это и название, и характеристика самой картины. Великолепен сценарий, режиссура и, конечно же, сам Жан-Поль Бельмондо, звезда французского кино. Прекрасно в этом фильме Жаклин Биссет. Фильм зрелищный и полный тонкого юмора, а жизненной ситуации, свидетелем которой зритель становится, не зависит от того, какой год сейчас на календаре. Фильм праздник, фильм анекдот, фильм удовольствие. И немного светлой грусти от того, что порой так разительно реальность отличается от желаемого идеала. Да, именно так, сохраняя загадку, оставляя все удовольствие от просмотра зрителю, позволить ему самому получить полноценную порцию радости от просмотра этого великолепного фильма. Что это? Пилюля. Моя пилюля с цианистым калий выскочила из дупла зуба мудрости. Где же она? Где? Я ее выплюнула. Это впервые случается со мной, когда я целуюсь с женщиной. Может, она в бассейне? Фильм великолепный, актеры и роли. Жан-Поль Бельмондо, писатель Франсуа Марлен, суперагент Боб Сен-Клер. Жаклин Биссет, студентка-социолог Кристин, суперагент Татьяна, в советской прокатной версии Диана. Витторио Каприоли, редактор Шарон, начальник секретной службы Карпов, в советской прокатной версии Карпштоф. Ханс Майер, полковник Коллинз. Моник Торбес, миссис Бергер, экономка Франсуа Мерлена. Жан Лефевер, водопроводчик. Марио Давид, уличный полицейский, выписывающий штраф. Раймон Жером, генерал Пантабер. Юбер де Шам, продавец пишущей машинки. Мы нашли человека, знающего язык Алвазии, но он говорит только по-румынски. Нашли румына, но он говорит только по-сербски. Серб только по-русски, русский по-чешски. А я понимаю чешский. Приступим к делу. Что ж, приступим. Что он сказал? Сауджака. Что он говорит? Как говорит? В титрах фильма великолепно не указан автор сценария, хотя оригинальный вариант написал Франсис Вебер. В комментариях к DVD-изданию режиссер Филипп де Брока объяснил, что по его глубокому убеждению роль Кристины необходимо было расширить, а Вебер отказался. Увидев готовый фильм с измененным сценарием, Вебер попросил его имя в титрах не указывать. Версия фильма великолепная для советского проката имеет хронометраж 80 минут. Злодей Карпштоф в оригинале фильма имеет имя Карпов, но при дублировании решили, что будет неприлично, что Боб борется с русской мафией, и переименовали его Карпштофа. Государство Алвазия на самом деле Албания, а красавица Диана в исполнении Жаклин Биссет в оригинале носит имя Татьяна. Известный французский диджей Боб Синклер, настоящее имя Кристоф Ле Фриан, выбрал себе псевдоним в честь героя Бельмондо из «Великолепной». Супермен, на мой взгляд, явление грустное, словно комментируя великолепного, сказал как-то сам Бельмондо. Его ничего не трогает, он лишен недостатков, которые придают нашей жизни неподражаемую прелесть. Что вы? А Карпштоф? Албазия, шпионы, агентура? А сейчас мне важнее всего здоровье. У меня палец болит. Нарыв. Фильм великолепный, сюжет. Автор шпионских романов Франсуа Мерлен, Жан-Поль Бельмондо, все дни напролет просиживает за печатной машинкой, поскольку его редактор Шарон, Витторио Каприоли, ждет новый роман. Написав уже 41 роман о суперагенте Бобби Сен-Клере, Мерлен так и не разбогател. Постоянно выпрашивая аванс у Шарона и каждый раз получая отказ, он живет в убогой квартире, его кошелек вечно пуст.
Его личная жизнь тоже не сгладится. С женой он в разводе, а симпатичная соседка Кристин, Жаклин Биссет, боится даже заговорить. Зато на бумаге он может дать волю своей фантазии. Кристин перевоплощается в суперагента Татьяну, а Шарон – гнусного начальника секретной службы Республики Албания полковника Карпова. Однажды, случайно заглянув в Мерлену, Кристин видит книжные полки, заставленные романами, и берет почитать один из них. Совсем скоро она приходит и за остальными романами. Работая социологом в Международном социологическом центре, она видит в романах Мерлена интересную тему для диссертации – феномен Боба Сенклера. Общаясь с писателем, она не воспринимает всерьез его ухаживание. Боб Сенклер – вот настоящий мужчина, мечта миллионов женщин. Мерлен проигрывает в борьбе за любимую женщину по плоду своего собственного воображения. Этого он вынести уже не может. Боб Сенклер обречен. Он падает с обрыва в море и вынужден проводить остаток своей жизни в жалкой хижине, мучаясь от простуды и прочих болезней. Теперь Мерлен свободен. Он перестает быть рабом Боба Сенклера и своих романов, и может наконец почувствовать вкус реальной жизни. Кристин находит его в парке за игрой и признается ему, что на самом деле Боб совсем не ее тип мужчины, и что ей больше нравятся умные и тонко чувствующие, как Мерлен. На основе содержания вашего романа можно классифицировать типы сюжета, который явится прототипом, вернее стереотипом, определяющим коллективное Надо подсознание. купить еще мартини, уже пусто. Анализ такой литературы извлекает свою жизненную Возможно. плодотворность Скажите, из погруженности в антропологию. остановитесь. Я убеждена, что основательное исследование Остановитесь. мотивации... Послушайте, что я вам скажу. Великолепно с участием Бельмондо – один из тех случаев, когда название фильма полностью соответствует его качеству. В роли Кристины очаровательная англичанка Жаклин Биссет, доказавшая, что не только по праву считается секс-символом своего поколения, но и наделена незаурядным комедийным дарованием, в полной мере реализованном в фильме «Великолепный» 1973 года. Искрометно в фильме «Великолепный» с Бельмондо буквально все. Невероятное похождение Боба Сенклера, весьма едкое, порой доходящее до абсурда, пародия на Бондиану и прочие шпионские романы. И несмотря на комедийность и некоторую прямолинейность сюжета, «Ле Магнифик» 1973 года не стал чисто развлекательным пародийным фильмом, в котором присутствует и социальный подтекст, и природа маскульта. Вот такая очень неглупая, вместе с тем очень смешная комедия «Великолепная» с участием Бельмондо и Жаклин Биссет. Мне кажется, это машина полковника. Полковник, ответьте. Поверьте, я всегда хорошо терпел Охотно боль. верю, полковник. Но здесь так тесно. Прощайте, Сенклер. Продолжайте наше дело. Он истинный герой. Он умер. Великолепно очаровывает богатой палитрой цвета вымышленного книжного мира Боба Сенклера, который противопоставляется совсем не похожей на него серенькой реальной жизни Франсуа Мерлена, наполненной бытовыми проблемами и разочарованиями. Весьма забавно акцентируется внимание на многочисленных штампах шпионских боевиков, реки крови, вышибаний мозгов. Все это присутствует, причем в очень смешном, утрированном виде. Фильм «Великолепный» один из тех немногих, которые благодаря своей оригинальности запоминаются на всю жизнь, практически от первого до последнего кадра. Великолепный прекрасный фильм о любви, противопоставляющий мир мечтаний реальной жизни, в пользу последней, где мир писателя и студентки несоизмеримо богаче, чем выдуманная шикарная жизнь Супермена и красавицы. Для меня это прекрасный непревзойденный пример хорошего фильма о любви в Париже, который мы, наверное, уже потеряли. Если будете смотреть полную версию в советском дубляже, обратите внимание, что некоторые сцены озвучены другими актерами. Это то, что не попало в советскую прокатную копию. И без них фильм «Великолепный», на мой взгляд, смотрелся бы лучше. Являясь ярким образцом французской киноклассики, дарящим незабываемую актерскую игру, прекрасный сюжет, стильным исполнением, фильм просто великолепный. В этом виноваты вы. Кто? Конечно, вы с вашей теорией Боба Сенклера. Он ваш идеал. Мой идеал? Наоборот. Мне нравятся люди чуткие и деликатные. Вроде меня, что ли? Вот именно.